Иран заявил, что отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США. Ну и были нанесены удары по военным объектам и по различной инфраструктуре. Тегеран приостанавливает выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США в связи с тем, что Вашингтон продолжает нарушать его, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. А США нарушили и сами остановили все обязательства, принятые в рамках меморандума, подписание которого прошло в Исламабаде. Приводят в субботу слова дипломата иранского агентства «Фарс». Ну и после этого Иран начал активно отвечать на удары, которые до этого стали наносить Соединенные Штаты Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки здесь, понятно, провоцировали ситуацию, еще и рассказывая о том, что «а что вы слушаетесь этих ребята из Тегерана? А их не слушаться не надо. Мы вам говорим, плывите через Ормуз. Плывите. Ормуз открыт. Ормуз, нет, мало того, что открыт. Иран говорит, плывите по такому-то коридору. Зачем? Come on, guys. Как говорят на чистом на чистом американском. Come on, guys. Плывите, как мы вам говорим. Не надо плыть там, где говорят иранцы. Гайсы в ответ говорят буль. Ну, собственно, прямо буквально перед началом нашей программы новость поступила о том, что танкер в Ормузском проливе взорвался. Ну, немножечко так попал на мину. Нашел таки мину и встретился. Да, то есть там, будем, конечно, следить за этой новостью, потому что ничего хорошего во взрывающихся танкерах нету. Потому что если разливается нефть, это большая проблема для живой природы, и для людей, и для экономики, для всего на свете. И лучше, знаете, давайте мы сначала урегулируем ситуацию, а потом уже пойдут суда. Но вот тут некоторые суда не верят, что надо прислушиваться к заявлениям иранской стороны и пытаются прорваться. Ну, оказывается... А нам же мистер Трамп сказал. Да. Так, но на этом-то все не остановилось. В понедельник, вот уже на этой неделе, йеменские хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по 2 нефтяным танкерам Саудовской Аравии в ответ на нарушение морской блокады Саудовской Аравии. Вооруженные силы Йемена провели операцию, в ходе которой были нанесены удары по 2 саудовским нефтяным судам, нарушившим блокаду, введенную ВС в Красном море. Одно из судов, в общем, неважно, название судов, в Центре координации морских торговых перевозок Великобритании сообщили, что одно из атакованных судов находится в 70 морских милях к юго-западу от саудовского порта Эль-Шукайк. Капитан танкера доложил о попадании неизвестного снаряда, который вызвал пожар на борту. О пострадавших сообщений не поступало. О разливе нефти в море информации нет. Ну вот на данный момент, по крайней мере, те удары, которые наносились так, что разливов вроде как не было. А вот эта новость про... Небольшой специалист по военно-морским делам, но вот, будучи капитаном танкера, встретить известный снаряд, это лучше, чем встретить неизвестный? Это надо координационно, вот этот центр Великобритании спросить из серии. Хотя, с другой стороны, вдруг бы он опознал, сказал бы, смотрите, у нас... Знакомый. Оно прилетело, упало на борт. Вот мы вам сообщаем, что это, кто это, откуда Маты-ин. Вот. И вот тут мы с вами подходим к тому самому второму Ормузу, но перед тем, как показать его на карте, давайте еще одну цитату поставим. По данным Кеплер, поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в июне составили примерно 7,4 миллиона баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи. Как писала газета The National со ссылкой на данные аналитической компании Кеплер, объемы отгрузки нефти в Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив упали на 36% за последние 2 недели на фоне нарастающего конфликта с йеменскими хуситами. А теперь давайте карту. Посмотрим на этот судьбоносный пролив. Чуть повыше мы видим Ормузский пролив. А где же Баб-эль-Мандебский? А он вот если это сапожок у нас такой, вот этот Аравийский полуостров, то в районе Каблучка обнаруживается Баб-эль-Мандебский пролив, то есть на входе в Красное море. А вот там в правом верхнем углу у нас Суэцкий канал где-то так вот виднеется. То есть, по большому счету, есть большой коридор, который включает в себя Суэцкий канал, Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. И уже перекрывался этот коридор в 2021 году, в 2023-2024 годах. Притом, если в 2021 году он накрепко перекрылся, потому что Суэцкий канал был заблокирован судном Ever Given компании Evergreen, то позже
те же самые йеменские хуситы наносили удары по отдельным танкерам, отдельным торговым судам, не по всем. То есть полностью не прекращалось судоходство, но, тем не менее, оно сократилось. Но чем принципиально вот этот, условно говоря, второй арбуз отличается от первого? Он отличается тем, что если вы не идете через Баб-эль-Мандебский пролив, то вы можете оплыть Африку. Ну, если у вас нет возможности вот зайти в этот коридор, можете оплыть Африку. Да, это дольше, да, это дороже, да, это неудобнее, но в отличие от ситуации с Ормузским проливом, где вот Персидский залив, ну, или ты либо выходишь из него, либо ждешь. А выход один – Ормузский пролив. Ну, давайте по порядку. Что выходит? Выйти через Суэцкий канал могут, если мы о нефти, танкеры класса Суэц Макс. Они несколько меньше, чем VLLC, так раза в 3-4 получается. Они меньше примерно в 2,5, скорее, раза. Вот где-то так. Плюс, собственно говоря, Суэцкий канал достаточно плотненько занят судами. В 3. Других предназначений, там и балкеры, и контейнеровозы, и все что угодно еще. Поэтому те объемы, которые шли через порт Янбу, который здесь не отмечен, вот западная оконечность нефтепровода Восток-Запад. Вот такие две стрелочки, точнее, линия с двумя стрелочками. Там что у нас получается? Мощность этого нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. Отгрузка в порту Янбу, максимальная мощность 5 миллионов баррелей в сутки. Поэтому, когда Каплер говорит, что он видел 7,4 миллиона баррелей в сутки, идущих через Баб-эль-Мандебский пролив, мне, конечно, хотелось бы знать, как они это смогли сделать, что у них там со зрением. Я могу ответить, как они смогли это сделать. Это могли быть поставки, которые прошли Суэцкий канал и дальше шли через пролив. То есть это не только саудовская нефть. Вот это единственный вариант, то есть та самая теневая нефть и так далее в направлении Азии. Что теперь получается с Суэцким каналом? Только маленькими судами, а парк танкеров, флот танкеров отнюдь не бесконечен. И маршрут будет, если это направление в Азию, надо подняться наверх, пройти Суэцкий канал, обогнуть всю Африку, где-то придумать, где там бункероваться. Это, конечно, полезные круизы для портов Африки, это полезно. Судоходство более интенсивным станет, больше денег можно заработать. Но те, кто будут фрахтовать эти суда, понимают, что стоимость вот такого фрахта раза в 3 выше, чем при нормальных маршрутах через Баб-эль-Мандеб и через Ормуз. Есть еще один вариант. У Египта есть собственный нефтепровод. Параллельно Суэцкому каналу, так скажем, можно на танкере VLCC нефть доставить, слить. Уже в Средиземном море, получается, залить такой же танкер и уйти. Вроде бы как дешевле, но мощность этого нефтепровода 2,5 миллиона баррелей в сутки. В 2 раза меньше, чем может отгружать порт Янбу. Как это скажется на том, что мы увидим на биржах в понедельник? Увидим. Очевидно, что то, что мы увидели в пятницу, когда баррель нам хихикнул, вес взят, пройдя отметку $100, он может повторить. Тогда добавим к этой всей картине следующее обстоятельство. Когда говорится, что блокируется пролив, это не совсем справедливо. И вот давайте для иллюстрации мы расскажем про новость о том, что ракетные подразделения йеменских хуситов в ночь с 24 на 25 июля ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу на Ближнем Востоке. Давайте цитату соответствующую выведем на экран. Цель хорошая. Атакованный НПЗ расположен на юго-западе Саудовской Аравии, в городе Джизан, на побережье Красного моря. Как пишет «Спутник», завод был атакован 5 баллистическими ракетами. Огонь охватил ключевые установки по переработке нефти, а также хранилище ГСМ. НПЗ был введен в эксплуатацию в 2022 году, свеженький, новенький. Его мощность составляет 400 тысяч баррелей в сутки. Инвестиции в проект составили $21 миллиард. Завод ориентирован в первую очередь на экспорт в Европу и Восточную Африку. 400 тысяч баррелей в сутки, для понимания масштабов, далеко не каждая страна, входящая в пул крупнейших производителей нефти, в принципе столько перерабатывает. Вот для сравнения, например, Азербайджан перерабатывает где-то 130-150 тысяч баррелей в сутки вообще. Притом это вроде как заметный производитель углеводородного сырья. Здесь один завод, 400 тысяч баррелей. По нему прилетело. И проблема
получается, я бы сказал, двоякое. Потому как блокада самого пролива не вызывает какого-то дикого ажиотажа, что все пропало, ой-ой-ой. Можно всегда оплыть. Ну, через Средиземное море, если вдруг вы Саудовская Аравия, и вам нельзя проходить Баб-эль-Мандебский пролив. Либо, если вы и все остальные поставщики, которые что-то везете в Европу, ну что ж, будем плыть в обход Африки. Дольше, дороже, уже сказали, но... Исключение уже было. Если ты китайский танкер, ты плывешь через Баб-эль-Мандеб. Как они умудряются договориться, это вообще потрясающе. Какие-то чудеса. Я думаю, подобного рода инициативы еще со стороны Индии должны поступить, и тогда отчасти давление с мирового рынка будет снято. Но в данном случае мы наблюдаем... В случае, если уцелеет порт Янбу. Вот. И вот в данном случае мы наблюдаем не просто перекрытие пролива, а мы наблюдаем удары по нефтяной инфраструктуре на территории Саудовской Аравии. При том, что Саудовская Аравия перебросила те объемы, которые она раньше поставляла через Ормузский пролив, не полностью, частично по нефтепроводу Восток-Запад в сторону Красного моря. То есть, если сейчас остановится полностью этот поток, то Саудовская Аравия, по сути, уходит временно с мирового рынка нефти и нефтепродуктов. И о нефтепродуктах мы пару слов скажем чуть позже. Ну, а для мирового рынка это уход с него 5 миллионов баррелей в сутки. Неплохо. Ну, при текущих раскладах, а, кстати, еще вспомним, что, видимо, на приближающейся неделе должна закончиться распродажа нефти, которую осуществляют сейчас из стратегических резервов Штаты, Япония, Германия, ну и прочие присоединившиеся. Это было решение Международного энергетического агентства и стран, входящих в него, высвободить из стратегических резервов 400 миллионов баррелей нефти. Что, собственно говоря, по-моему, там только Япония остается до августа еще какие-то... До августа, в общем, мягко скажем, немного времени остается. А вот Штаты продлят или нет, вот это большой вопрос. Было бы что продлевать. Нет, посмотрим. Опять же, будет о чем поговорить на следующей программе. Если что, присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 5 часов вечера. А сейчас, если опять вдруг что, вот здесь будет появляться периодически QR-код, с помощью которого можно будет задавать нам вопросы, писать предложения, замечания. Мы как-то по возможности будем их даже комментировать. Вопрос уже видим, ответим. Что касается Штатов, там что-то порядка 310 миллионов баррелей нефти осталось в стратегическом резерве, 310, 315, там разные немножко дребезг. Столько было в 1983 году, когда этот резерв создавали. Поэтому многочисленные версии о том, что именно Соединенные Штаты и были главным бенефициаром того, что происходило весной этого года, как-то не совпадают. Это было расхищение капиталистической собственности, накопленным трудолюбивыми предшественниками. Не более того. Оказалось, что Байден еще не самый главный распродун этих самых резервов. В общем, что Байден, что Трамп, фамилии меняются, а действуют одинаково. Но наносились удары не только в районе Ближнего Востока. Надо еще упомянуть удары по инфраструктуре КТК, Каспийского трубопроводного консорциума. Давайте соответствующую цитату. В этот раз не по инфраструктуре. Танкеры — это тоже инфраструктура и вообще. Так, в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума вновь зафиксировано внешнее воздействие, на этот раз с применением дронов. Атака произошла во время проведения штатных работ на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Целями атаки стали танкеры. В общем, далее танкеры, на борту которых находилась нефть, принадлежащая ряду крупных добывающих структур, включая Тенгиз Шеврон Ойл, что прозрачно нам намекает на наличие какого-то шеврона, там что-то знакомое. Вот поговорим. Ах, да, точно. В скобочках-то сразу и раскрывают, что это совместное предприятие с участием Шеврон. Кто такая Шеврон, скажем. И Карашаган БВ. Матен, дочерняя структура АО НК «Казмунайгаз». По-моему, государственная. БВ. Карашаганак — это отдельно. Так, все, сейчас доберемся. В компании оперативно сообщили, что погрузочные операции были немедленно приостановлены. Серьезных последствий для персонала удалось избежать. Никто из работников КТК и подрядчиков не пострадал. Утечек сырья или топлива не отмечено, а экипажи судов за медпомощью не обращались. Оба судна на плаву, технические службы осматривают их на наличие повреждений, но, как я понимаю, отгрузка все равно была приостановлена. Пока тут выясняют, что и как. А «Шеврон» — это кто? Это прям казахстанская, да, компания?
Типичная казахстанская компания, которая сообщила, что в связи с прекращением отгрузок объем добычи снижается на 400 тысяч баррелей в сутки уже сейчас, не дожидаясь перитонита. А КТК, это что, прям такая важная артерия? Неужели через нее аж 80% всего экспорта из Казахстана идет? Два измерения. Для мирового рынка 1,4 миллиона баррелей в сутки, которые отгружает КТК, это 1%. Для Казахстана это 80% его экспорта. И эксперты в Казахстане уже посчитали, каждый день простое КТК это 32 миллиона долларов, не полученные в государственный бюджет республики. То есть это, мягко будет сказано, весьма и весьма болезненно. Действия непонятно кем дрессируемого киевского режима приводят к изоляции Казахстана. Хотя вроде речь идет о том, что невероятный удар это должен быть по России. Как я понимаю, «Шеврон» тут уже обратились с вопросами, а как так? Но им ответили, что мы тут можем поделать? Это безобразие какое-то. Мы, конечно, осуждаем, но не громко, чтобы никто особо не слышал. То есть то, что мы увидим в понедельник, будет сложением сразу трех логистических, так скажем, проблем того, что происходит в Ормузском проливе, в Баб-эль-Мандебском проливе и теперь еще и на КТК. Поэтому где мы увидим цены, достаточно большой вопрос. И еще мировой рынок потрясло чудовищное известие, чудовищное коварство Российской Федерации, мне кажется, вот так это стоит охарактеризовать. 8 июля 2026 года правительство Российской Федерации распространило временный запрет экспорта дизельного топлива на его производителей. Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газоилей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом введенные ограничения не будут распространяться, в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений. На прошлой неделе зарубежные рынки на это все отреагировали. Притом отреагировали довольно бурно. Давайте пару цитат. Для начала у нас Financial Times будет. «Мир сталкивается с растущим дефицитом дизельного топлива, поскольку Россия прекращает его экспорт». Мне кажется, тут уже надо задаться какими-то вопросами. Но к глазу вопиющего тут же присоединяется Reuters. Надо отдать должное, что Financial Times отвечает всем тем, кто уверял, что Россия Сейчас. не умеет перерабатывать нефтепродукты, просто не знает, как это делать. И поставляет на экспорт исключительно сырую нефть. Это широко известный факт. По данным Кеплер, с 1 по 10 июля поставки дизельного топлива и газоиля. Газоиль условно можно назвать полуфабрикатом, из которого потом можно дизельное топливо сделать. Это очень условно, но для понимания. Из России составили всего 234 тысячи баррелей в сутки по сравнению с 400 тысячами баррелей в сутки в июне и средним показателем за 2025 год 817 тысяч баррелей в сутки. США и Европа больше не импортируют топливо из России из-за вторжения в Украину. Так у них написано. Но запрет на экспорт со стороны Москвы, тем не менее, привел к росту цен на дизельное топливо в обоих регионах, что подчеркивает глобальную взаимосвязанность нефтяных рынков. Ай-яй-яй. А вот теперь, дорогие друзья... мы об этом и не знали. Да. Когда надо рассказать о том, что мы сейчас Россию выключим, господи, кому это надо? Мировой рынок, он хороший, нам все привезут. А тут как получается. Извините за некоторый момент злорадства, но мне очень нравится, когда оказывается внезапно, что мы что-то производим, мы куда-то там поставляем. И давайте, так как действительно всем известно, что Россия поставляет только сырье, а давайте глянем на список крупнейших экспортеров нефтепродуктов вообще в мире по итогам 2025 года. Кто у нас там на втором месте? Что это за... это та самая, которая поставляет. Мне просто очень нравится каждый раз, когда рассказываешь о каких-то вопросах, связанных с нефтепереработкой, с добычей нефти. Обычно приходят люди и говорят, все дураки. Надо ж перерабатывать. Надо перерабатывать и экспортировать продукцию переработки. Дорогие друзья, смотрим на этот замечательный список, обнаруживаем там Россию. Где же она? Наверное, в конце списка. Может, ее там нет. На втором месте. Мы второй по величине экспортер нефтепродуктов. И, чтобы уж два раза не вставать, мы еще и второй по величине экспортер дизельного топлива. Поэтому, когда... Да, Европа... А чтобы просто сидеть спокойно, доля России в экспорте
дизельного топлива на мировом рынке от 10 до 15% в зависимости от разных месяцев, так скажем. Нет, ну, может, кто-то скажет, да 10-15% ни о чем. Ну, вот, понимаете, может быть и ни о чем, но вот почему-то, по какой-то необъяснимой причине, прекращение экспорта из России ударило не только по тем, кто импортирует наше дизельное топливо, но и по США, по Европейскому Союзу. А с другой стороны, вот как можно эту новость трактовать? Очень просто. Руководство США может выйти и сказать: ребят, да мы вообще ни при чем. Это Россия, вот видите, вот они там вот что-то мутят воду, поэтому у вас дорожает дизельное топливо, а еще и бензин. Вот этот европейско-американский новый вид спорта, стрельба себе по ногам, он подхвачен в Киеве. Это модно, это стильно, это молодежно. Удары по танкерам, идущим к КТК на загрузку, прекращение отгрузок. Первая реакция: остановился нефтеперерабатывающий завод в Румынии, который вот уже 20 лет скоро как получает нефть CTS Blend, казахстанскую нефть. Теперь у него ее нет. В результате отгрузки нефтепродуктов киевскому режиму тоже прекращены. Завод не работает.